Недостатки пластиковых окон. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. В далеком 2002 году в небольшом провинциальном городке произошла история, которая заставила многих переосмыслить свое отношение к пластиковым окнам. Молодая семья, решившая обновить свое жилище, установила современные стеклопакеты, мечтая о тишине и тепле. Однако уже через полгода их дом превратился в настоящую ловушку, где скапливалась влага, а воздух стал спертым и затхлым. История этой семьи стала отправной точкой для глубокого исследования недостатков пластиковых окон, которые часто остаются незамеченными до тех пор, пока не возникнут серьезные проблемы. Пластиковые окна появились на рынке строительных материалов сравнительно недавно, но стремительно завоевали популярность благодаря своей доступности и эстетичному внешнему виду. Однако за красивой картинкой скрывается множество подводных камней, о которых мало кто задумывается при покупке. Одним из главных недостатков является проблема с микроклиматом помещения. Когда вы заменяете старые деревянные окна на пластиковые, вы фактически создаете герметичный барьер, который препятствует естественной вентиляции. Это приводит к тому, что влага начинает оседать на стеклах, образуя конденсат, который со временем может стать причиной появления плесени. История одной пожилой женщины из Подмосковья наглядно демонстрирует последствия такой ошибки. Она долгое время игнорировала капли воды на окнах, считая это временным явлением. Но через 3 года ее квартира превратилась в настоящий рассадник грибка, который начал разрушать не только стены, но и здоровье хозяйки. Врачи диагностировали у нее аллергию и хронический бронхит, связанные с постоянным воздействием спор плесени. Эта история показывает, что проблема конденсата не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Однако это лишь вершина айсберга. Существует еще одна сторона медали – экологическая составляющая. Пластик, из которого изготавливают окна, содержит в своем составе различные химические добавки, которые могут выделяться в атмосферу при определенных условиях. Особенно опасным становится момент, когда окна находятся под воздействием прямых солнечных лучей или резких перепадов температур. В таких случаях материал начинает выделять формальдегиды и другие токсичные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье человека. Один из известных случаев произошел в городе Нижний Новгород, где семья с маленькими детьми столкнулась с загадочным недугом. Все члены семьи начали испытывать головные боли, усталость и раздражительность. После длительного обследования врачи не смогли найти причину этих симптомов. Лишь случайно проведенный анализ воздуха в квартире показал повышенное содержание вредных веществ, источником которых оказались именно пластиковые окна. Этот случай стал поводом для масштабного исследования, результаты которого были опубликованы в научных журналах. Кроме того, нельзя не упомянуть о механических свойствах пластиковых окон. Они кажутся прочными и надежными, но на самом деле имеют ограниченный срок службы. Например, фурнитура, обеспечивающая открывание и закрывание створок, со временем изнашивается. Особенно это заметно в регионах с суровыми климатическими условиями, где окна подвергаются постоянным нагрузкам. В некоторых случаях ремонт фурнитуры становится настолько дорогим, что проще полностью заменить окно. Есть примеры успешного решения этой проблемы в одной из компаний Санкт-Петербурга. Они разработали специальную систему обслуживания окон, которая включает регулярную проверку состояния всех элементов конструкции. Благодаря этому клиенты компании смогли значительно продлить срок службы своих окон и избежать крупных расходов на ремонт. Такой подход показывает, что забота о пластиковых окнах требует системного подхода и профессионального отношения. Также надо обратить внимание на эстетическую сторону вопроса. Хотя пластиковые окна выглядят современно и аккуратно, они теряют свою привлекательность гораздо быстрее, чем деревянные аналоги. Под воздействием ультрафиолета белый цвет рам может пожелтеть, а поверхность потерять глянец. Это особенно заметно в южных регионах, где солнце светит практически круглый год. Одна владелица частного дома в Краснодарском крае рассказала, что уже через 5 лет ее окна стали выглядеть так, будто им было 20 лет. Пришлось потратить немалые деньги на их реставрацию. Нельзя не упомянуть о шумоизоляции, которая часто рекламируется как одно из преимуществ пластиковых окон. На практике все оказывается не так однозначно.
Если окна установлены неправильно или выбран некачественный профиль, уровень шума может даже увеличиться. Например, в Москве есть многоэтажный дом, где жители столкнулись с парадоксальной ситуацией. После замены окон шум с улицы стал слышен еще сильнее. Причина оказалась в неправильной герметизации стыков между рамой и стеной, что привело к появлению резонанса. Однако не все так плохо. Есть истории успеха, которые вдохновляют на поиск решений. В одном из районов Екатеринбурга была проведена уникальная реконструкция старых домов, где вместо полной замены окон использовали комбинированный подход. Деревянные рамы были дополнены современными стеклопакетами, что позволило сохранить естественную вентиляцию и при этом повысить теплоизоляцию. Чтобы избежать типичных ошибок при выборе и установке пластиковых окон, важно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, необходимо внимательно изучить характеристики профиля и стеклопакета. Не надо экономить на качестве, так как это может привести к дополнительным расходам в будущем. Во-вторых, следует обратить внимание на компанию-установщика. Опытные специалисты знают все нюансы монтажа и могут предложить оптимальные решения для конкретного случая. Особое внимание надо уделить вентиляции помещения. Установка приточных клапанов или использование специальных систем микропроветривания может значительно улучшить качество воздуха в квартире. Например, в Новосибирске одна семья решила проблему конденсата, установив автоматические клапаны на окна. Теперь в их доме всегда свежий воздух, а стекла остаются сухими даже в самые холодные месяцы. Существует также заблуждение, что пластиковые окна полностью герметичны и защищают от любых внешних воздействий. На самом деле это не так. В регионах с высокой влажностью или резкими перепадами температур могут возникнуть проблемы с уплотнителями. Они со временем теряют эластичность и начинают пропускать холодный воздух. Чтобы этого избежать, рекомендуется регулярно проверять состояние уплотнителей и менять их при необходимости. Одним из важных аспектов является правильный уход за окнами. Многие люди считают, что достаточно просто протирать стекла от пыли, но это далеко не все. Например, механизмы открывания и закрывания требуют периодической смазки, а дренажные отверстия нужно очищать от грязи. В противном случае могут возникнуть проблемы с функционированием окон, которые потребуют дорогостоящего ремонта. История одной семьи из Ростова-на-Дону наглядно демонстрирует важность этих мер. Они долгое время игнорировали простые правила ухода за окнами, пока однажды не обнаружили, что одна из створок вообще не открывается. Приглашенный мастер выяснил, что причина кроется в запущенном состоянии фурнитуры, которую пришлось полностью менять. После этого случая хозяева стали более ответственно относиться к обслуживанию окон. Также надо упомянуть о психологическом аспекте использования пластиковых окон. Они создают иллюзию безопасности и комфорта, но на самом деле могут вызывать чувство изоляции от окружающего мира. Отсутствие естественной вентиляции и постоянное использование искусственного освещения могут привести к ухудшению самочувствия и даже депрессии. Поэтому важно находить баланс между современными технологиями и естественными процессами. Важно понимать, что каждый дом, каждая квартира и даже каждая комната уникальны. То, что идеально работает в одном случае, может оказаться совершенно неподходящим в другом. Именно поэтому нельзя слепо полагаться на стандартные решения, предлагаемые производителями пластиковых окон. Например, в старых домах с деревянными перекрытиями и естественной вентиляцией установка современных герметичных окон может полностью нарушить сложившийся микроклимат. История одной петербургской квартиры, расположенной в дореволюционном здании, показывает, как это происходит. После замены окон владелец заметил, что стены стали покрываться пятнами сырости, а воздух стал тяжелым и спертым. Пришлось прибегнуть к комплексному решению – установке приточных клапанов, восстановлению вентиляционных каналов и даже монтажу дополнительных систем осушения воздуха. Однако не всегда проблема заключается только в технических аспектах. Иногда мы сами становимся причиной возникновения трудностей. Часто люди, стремясь максимально защититься от шума или холода, перекрывают все возможные источники естественной вентиляции. Они плотно задергивают шторы, устанавливают дополнительные уплотнители и даже клеят скотч по периметру рамы. Такие действия могут привести к обратному эффекту. Вместо комфорта вы получаете духоту, повышенную влажность и раздражение дыхательных путей.
Примером может служить история молодой семьи из Воронежа, которая долгое время не могла понять, почему их новая квартира кажется такой некомфортной. Только после консультации с экспертом они осознали, что перегибали палку в попытках сделать свое жилище идеальным. Также надо упомянуть о социальных последствиях массового внедрения пластиковых окон. С момента их широкого распространения в начале 2000 года прошло уже более 2 десятилетий. За это время многие населенные пункты полностью изменили свой облик. Старинные строения, украшенные резными деревянными окнами, утратили свою историческую привлекательность. Архитектурное наследие многих регионов стало выглядеть однообразно и безлико. Это особенно заметно в маленьких городах, где раньше каждый дом имел свою индивидуальность. Сегодня же они словно сливаются в единую серую массу, лишенную характера и очарования. Но есть и положительные примеры того, как можно сочетать современные технологии с сохранением эстетики. В одном из районов Казани была проведена уникальная реконструкция старинного квартала. Вместо полной замены деревянных окон на пластиковые, реставраторы использовали специальные стеклопакеты, которые внешне ничем не отличались от оригинальных рам. Благодаря этому удалось сохранить исторический облик зданий, не потеряв в комфорте и энергоэффективности. Жители района отметили, что теперь их строения стали гораздо теплее, но при этом сохранили свою душу и уникальность. Кроме того, существует еще один важный аспект, о котором часто забывают: экологическое воздействие пластиковых окон на окружающую природу. Производство ПВХ требует значительных энергетических затрат и использования различных химических веществ. А после завершения срока службы такие окна практически не подлежат переработке. В результате они отправляются на свалки, где будут разлагаться сотни лет. Это создает серьезную нагрузку на экосистему планеты. Однако некоторые компании уже начали работать над решением этой проблемы. Например, в Новгородской области появился завод, который занимается переработкой старых пластиковых окон в строительные материалы. Такой подход позволяет минимизировать вред для окружающей среды и создать замкнутый цикл производства. Есть также интересные примеры альтернативных решений. В некоторых европейских странах большую популярность набирают окна из алюминия или композитных материалов. Они обладают высокой прочностью, долговечностью и экологичностью. Хотя такие системы пока еще остаются довольно дорогими, их стоимость постепенно снижается. В России первые проекты с использованием таких окон появились в Москве и Санкт-Петербурге. Владельцы квартир, установившие такие системы, отмечают их превосходные характеристики: отсутствие конденсата, отличную звукоизоляцию и устойчивость к любым погодным условиям. Чтобы лучше понять, как правильно подходить к выбору окон, важно изучить опыт других людей. Например, история одного предпринимателя из Уфы может стать поучительным примером. Он решил заменить окна во всех помещениях своего офиса, но столкнулся с рядом проблем. Первая партия окон оказалась некачественной, стекла запотевали, фурнитура быстро ломалась, а сам профиль начал желтеть уже через год. После этого случая он решил провести собственное исследование рынка и лично протестировать несколько образцов перед покупкой. В итоге выбрал компанию, которая предоставила не только качественный продукт, но и гарантию на все элементы конструкции. Теперь его сотрудники работают в комфортных условиях, а затраты на обслуживание окон оказались минимальными. Существуют также ошибки, которые часто допускают даже опытные строители при монтаже пластиковых окон. Одной из самых распространенных является неправильная герметизация швов между рамой и стеной. Если использовать некачественные материалы или нарушить технологию, то в этих местах может образовываться мостик холода. Это приводит к тому, что окно становится источником сквозняков и повышенной влажности. Примером может служить ситуация в одном из жилых комплексов Красноярска, где жители долгое время жаловались на холодные окна. После проверки выяснилось, что монтажная пена, которой были заполнены швы, стала разрушаться уже через 3 года. Пришлось проводить повторные работы, что обошлось управляющей компании в круглую сумму. Не менее важно учитывать климатические особенности региона, где будут установлены окна. В северных районах страны, где температура зимой опускается ниже минус 30 градусов, обычные пластиковые окна могут просто не справиться с нагрузкой. В
В таких случаях рекомендуется использовать специальные усиленные профили и многослойные стеклопакеты. Например, в Якутске одна компания разработала уникальную систему окон, способную выдерживать экстремальные морозы. Благодаря этому жители города смогли значительно снизить расходы на отопление и повысить комфорт в своих домах. Также надо упомянуть о роли окон в формировании общего дизайна интерьера. Многие люди считают, что пластиковые окна универсальны и подходят к любому стилю. Однако это не совсем так. В классических интерьерах они могут выглядеть чужеродно, нарушая гармонию пространства. Поэтому иногда надо рассмотреть возможность использования декоративных накладок или даже комбинированных решений, где пластик сочетается с натуральными материалами. Например, в одном из ресторанов Санкт-Петербурга дизайнеры решили проблему, обрамив пластиковые окна деревянными наличниками. В результате помещение приобрело уютный и стильный вид, сохранив при этом все преимущества современных технологий. Важно помнить, что выбор окон – это не только техническая задача, но и вопрос вашего личного комфорта и безопасности. Не бойтесь задавать вопросы, требовать сертификаты качества и консультироваться с экспертами. Помните, что правильное решение может существенно повлиять на качество вашей жизни. Если вы сомневаетесь, проведите тестирование нескольких вариантов, прочтите отзывы других клиентов и сравните предложения разных компаний. Только так вы сможете найти действительно подходящее решение. Итак, подведем итог всему вышесказанному. Пластиковые окна – это мощный инструмент для создания комфортного жилища, но их использование требует внимательного подхода и учета множества факторов. От правильного выбора профиля до регулярного обслуживания каждый шаг имеет значение. Не забывайте о важности вентиляции, экологической составляющей и эстетической привлекательности. Изучайте истории успеха и ошибки других людей, чтобы избежать типичных подводных камней. И главное, не бойтесь экспериментировать и искать новые решения. Ваш дом – это ваш мир, и он достоин самого лучшего. Попробуйте применить полученные знания на практике, и вы обязательно почувствуете разницу. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.